Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить рыбный пирог из слоеного теста. Для этого нам понадобится стебель лука-порей, 2 пера зеленого лука и немного укропа. И, конечно, консервы. У меня тунец в собственном соку. Можете и сайру, сардину, любую рыбу брать. И теперь нам нужно измельчить, мелко нарезать лук-порей, зеленый лук и укроп. Белую часть зеленого лука я также добавлю к луку-порею. И все это буду обжаривать на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Любое растительное масло можете использовать. У меня оливковое. До прозрачности лука. Зажаривать его не надо. Он должен быть мягким, без жидкости. Перекладываем лук в отдельную посуду, чтобы он остыл. Немного разровняю по дну тарелки, чтобы скорее остыл лук. Начинка получается просто шикарная, сказка. Я вам всем советую приготовить такую начинку для пирога. После того, как лук остыл, добавляем к нему мелко нарезанный укроп и мелко нарезанный зеленый лук. На этом этапе вы можете добавить любые специи, которые вам нравятся. Но я добавлю только черный молотый перец. Все специи добавляйте по своему вкусу. Немного соли, совсем немножко, так как тунец уже соленый. Ориентируйтесь на свой вкус. Теперь добавляем рыбу. Тунец в консерве у меня был уже измельченный. Если у вас крупные кусочки, предварительно измельчите его. Баночка тунца у меня 185 грамм. Чистый вес тунца 150 грамм. Смесь должна получиться вот такой однородной. Оставляем в сторону и приступаем к разделке теста. Тесто у меня домашнее. Ссылочку я оставлю вот здесь вот наверху в правом углу и под видео. Стол немного присыпаем мукой. Мое домашнее слоеное тесто. Рецепт великолепный. Приготовьте. Я надеюсь, вам понравится. Здесь примерно 650-700 грамм. Теперь я его раскатаю. Не тонко. Тонко раскатывать не надо. Примерно 5 миллиметров будет достаточно. Вот в такой пласт. И перекладываю в форму. Но я простелила пергаментной бумагой. Форма у меня 20 сантиметров в диаметре. Хорошо проложила. Края обрезаю. Мне удобно делать это роликом. Совершенно не важно, как вы обрежете края. Примерно 1,5 сантиметра по бокам должно остаться. Остатки теста нарезаю на полоски и буду украшать сверху. Здесь уже у каждого своя фантазия, как украсить пирог. У меня пирог будет открытый. Выкладываю начинку. Хорошо ее распределяю по всему периметру. А теперь украшаю простой обыкновенной сеточкой. Дадим расстояться пирогу. И затем сверху смазываю одним яйцом, разбавленным 1 столовой ложкой молока. Хорошо все промазать. Сверху немного черного кунжута. И убираем в духовку при 180 градусов на 25 минут. И наш пирог готов. Дадим ему полностью остыть.
вынимаем из формы и подаем на стол. Пирог получается бесподобно вкусным. К моменту выхода видео от пирога не осталось даже крошки. Все мои гости были в восторге и сказали, что в следующий раз обязательно должен быть еще раз такой пирог на столе. Посмотрите, как он нежный. Я надеюсь, вам слышно, как хрустит слоеное тесто. Спасибо всем за просмотр. Благодарю за лайки, за комментарии, за дизлайки. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием.